Итак, друзья, мы поставили с вами кривую, кликаем «Готово», но еще не все. Давайте теперь мы с вами подрегулируем. Видите, сколько много у нас всего разного. Вот давайте мы с вами настроим теперь наши базовые параметры, сделаем фотографию еще чуть-чуть немного поинтереснее. Итак, давайте посмотрим светлые области. Я, пожалуй, еще немного прижму. Видите, что они делают? Они также смягчают изображение именно в светлых участках. Поставлю на значение минус 29. А вот информацию в тенях я, пожалуй, чуть-чуть сделаю больше. Остановлюсь я на значении 65. И как мы видим, у нас с вами также здесь есть белые и черные. И если вы любите щепетильно работать с техническими параметрами изображения, то я вам сейчас покажу один маленький прием. Я захватываю ползунок черный. Вот он у меня сейчас в действии. Теперь нажимаю пальцем на черное поле под снимком. У меня появляется вот такой вот рисунок. И я здесь могу выставить точку черного. Что значит выставить точку черного? Это значит поставить такое значение, при котором появляются первые черные пиксели. Вот видите, мелькает. Вот. На этом значении я, пожалуй, остановлюсь. То же самое мы теперь проделаем с белыми. Я зажимаю белый, ставлю палец на черное поле. И, как вы видите, вот эти места, которые у меня в данном случае отображаются красным, они будут сильно пересвечены. Поэтому мы выставляем также с вами значение, при котором пиксели только-только появляются. В белых у меня значение плюс 11, в черных минус 15. Ну и, конечно же, друзья, сам ползунок контрастность. Ну, куда же без него. Давайте повысим немного контрастности. Я сделаю где-то его на значение, ну, пусть будет вот 54. Ну что, кликаем на фотографию. Она отображается у нас на весь экран. И давайте еще раз зажмем. Было, стало. Было, стало. Ну что же, с этой фотографией нужно продолжать работать дальше. Теперь мы будем работать с цветом. Итак, рядом с солнышком справа мы видим параметры цвет. Переходим сюда. Здесь мы с вами видим температуру, красочность, насыщенность. Давайте поработаем с температурой. Мы можем фотографию сделать теплее, холоднее. Я люблю получать такую нейтральную, немного прохладную картинку. Если вы фотографируете в JPEG, JPEG не очень дружит с балансом белого. В файлах DNG это делать гораздо интереснее. Ну и сам оттенок непосредственно он добавляет либо фиолетовых, либо таких слегка зелененьких оттенков. Я кликну 2 раза и оставлю значение по умолчанию. Баланс белого, если вы тут заблудились, можно всегда вернуть, вот сюда нажать «Как снято». А можно подобрать из тех значений, которые здесь уже стоят. Это такие предустановочки. Можно выбрать баланс белого из этих предустановочек и остановиться на чем-то, что вам больше понравится. Еще раз, друзья, повторю, то, что мы делаем с вами, это творчество. Здесь нет каких-то универсальных рецептов, и каждая фотография требует своего какого-то особенного подхода. Далее, друзья, красочность и насыщенность. Чем они отличаются? Давайте посмотрим. Вот я сделаю насыщенность полностью на плюс 100. Как видите, у нас красные, зеленые цвета заполыхали. 2 кликами возвращаю ползунок в исходное положение. И теперь красочность. Обратите внимание, что красочность действует более деликатно, и он поднимает насыщенность как раз в средних тонах. У нас появилось больше голубых деталей, но при этом оранжевые и красные не стали такими насыщенными. И это особенность этих ползунков. Поэтому имейте это в виду при обработке. Итак, насыщенность повышает общее изображение и больше именно в красных и желтых оттенках. А красочность нам добавляет насыщенности в синих оттенках. Я эти ползунки верну в исходное положение. Давайте мы подвинемся немножко вверх. Итак, друзья, переходим в смешение. И здесь мы видим с вами все цвета радуги. Я недаром подобрал эту картинку, потому что на этой картинке мы с вами будем видеть красные, желтые, зеленые оттенки, немного синего. И, собственно говоря, мы видим наш RGB. Итак, друзья, мы здесь можем перейти от цвета к цвету. И каждый цвет содержит 3 ползунка. Первый ползунок – это оттенок. Вот красный, например, уходит в сторону фиолетового, либо в сторону оранжевого. Следующий ползунок – это у нас насыщенность. И он дает насыщенность именно в этом цвете. И яркость. Мы можем в данном случае красный цвет сделать либо поярче,
либо слегка потусклее. И так как наш мотороллер оранжевый, мы давайте сразу перейдем в оранжевые оттенки. И я хочу его сделать более таким красноватым. Уж вот такой вот оранжевый мне как-то не очень нравится. Я уведу ползунок тональность в сторону красных оттенков. Видите, он становится более красный. Мне кажется, что вот такой цвет более вкусный. Он напоминает такой цвет спелого апельсина. Насыщенность я при этом трогать не буду. И яркость трогать не буду. Теперь давайте перейдем в желтые оттенки. И давайте посмотрим, где у нас содержатся желтые оттенки. Мы с вами можем двигать ползунок насыщенность. И там, где насыщенность будет прибавляться и убавляться, в данном случае это вот здесь вот колонна и дерево, мы с вами видим здесь, как играет желтый цвет. Насыщенность желтого я сделаю немного поменьше, минус 45. Я не люблю ярких желтых цветов на фотографии. Теперь оттенок давайте посмотрим. Мы сделаем его либо более изумрудным, зеленым, либо более желтеньким. Я, пожалуй, уведу ползунок желтого в сторону в левую, таким образом приблизив его к оранжевым оттенкам. Для чего, друзья, я это делаю? Я это сделаю для того, чтобы, скажем так, сблизить наши цвета. Вот я сейчас вернусь в красный и подвину тоже его немного вправо, в сторону оранжевых оттенков. Таким образом, эти все три цвета, красный, оранжевый, желтый, я сблизил, и они стали похожими друг на друга. Это делается для того, чтобы прийти к комплементарной паре. Вы можете на своем изображении делать большое количество различных цветов и оттенков, но я люблю здесь подходить с точки зрения цветокоррекции, о которой я уже не раз говорил в своих видеоуроках. И сейчас могу повторить, что лучше воспринимается цвет на изображении, который собран, сделан именно исходя из какой-то цветовой схемы. Я люблю эту схему, как я уже сказал, Teal and Orange. Это, как правило, либо триада, либо комплементарная пара. То есть в своем тонировании, в своей цветокоррекции я использую либо 3 цвета, либо 2. Итак, двигаемся дальше, переходим в зеленый. И давайте посмотрим, что нам необходимо сделать с зеленым. Ну, зеленый я бы тут, честно говоря, сделал бы не такой насыщенный. Зачем он такой яркий нужен? Давайте мы уберем его влево, где-то примерно вот на минус 57. И теперь подберем ему оттенок. Да, оттенок, пожалуй, я даже бы не стал бы трогать, оставил бы в нуле. Вот такой зеленый мне нравится больше. Ну, аквамарина синего у нас тут почти нету. Есть небольшие вот тут полосочки. Мы можем, конечно же, синий сделать более teal, то есть более аквамариновый такой. И поэтому в своей обработке, как я уже сказал, я, как правило, синий и аквамариновый тоже вместе сближаю. То есть синий я двигаю немного влево, не всегда на 44, как правило, это меньше. А вот аквамарин я двигаю немного вправо, в сторону синих оттенков. Таким образом, они у меня становятся ближе, они более похожи и они лучше воспринимаются зрителем. Ну и, друзья, у нас осталось еще 2 цвета. Это пурпурный и малиновый. Я, как правило, их также подвожу. Пурпурный ближе к синему, а малиновый ближе к красным оттенкам. И вот, друзья, вот эти все цвета – это фактически цветовой круг. С чего мы с вами начинали, красный оттенок, к тому мы и пришли в самом последнем цвете, в малиновом. И, друзья, здесь, если вы заметили, есть еще одна такая функция. Это более креативная тонировка, но она не очень удобная. То есть она необходима для того, чтобы проработать цвет, выставляя его пипеткой. То есть как работает этот инструмент? Я беру стилус, ставлю вот сюда на оранжевый цвет, удерживаю его. И я могу этот оттенок вот здесь вводить влево-вправо. У меня меняется насыщенность. Видите, внизу бегает тонировка. И я могу непосредственно здесь на изображении менять оттенок того или иного цвета. Но мне кажется, что правильнее и намного удобнее пользоваться предыдущим инструментом, о котором мы только что с вами говорили. Кликнем еще раз, выйдем из этого меню, кликнем «Готово». Итак, мы поработали с вами в смешении цветов и сделали такие цвета, которые, по нашему мнению, преобразили нашу фотографию, сделали ее более интересной. Перейдем в цветокоррекцию, друзья. И теперь смотрите, нам здесь предлагают работать вот с такими вот цветовыми кругами. Это тоже на телефоне не очень удобно. Поэтому я, как правило, использую классический метод. Для этого вот здесь напротив значка тени стоит вот такой вот треугольничек. Я на него кликаю, и у меня открываются знакомые параметры
Это оттенок, насыщенность и так далее. Так вот, друзья, как тонируют фотографию? Как правило, используют в тонировке тот же самый классический Teal and Orange. То есть тени слегка делают синеватыми, а цвета и средние тона делают более теплыми, ближе к оранжевому. И что мы с вами сделаем? Давайте мы с вами насыщенность сделаем посильнее. Вот буквально где-то там на 70, на 80. И теперь будем двигать оттенок, пока не подберем тот цвет, который нам наиболее симпатичен и который лучше подходит для нашей цветокоррекции. Пожалуй, 218. Такие синие оттеночки мне нравятся больше. Конечно же, насыщенность я не буду здесь такую оставлять. Я оставлю ее поменьше. Где-то вот значение 20, я думаю, будет достаточно. Теперь, друзья, смотрите, мы только поработали с вами в тенях, но у нас еще есть средние оттенки и светлые. Средние тона, как правило, касаются кожи человека, например, или неба. Это все такое не очень темное и не очень светлое. На этой фотографии в средних тонах работать не обязательно, поэтому мы с вами сразу перейдем в цвета. Если у вас скрылось здесь значение, необходимо открыть. Давайте мы также насыщенность сделаем посильнее. И подвигаем оттенок, подберем тот оттенок, который красит наши светлые оттенки в наиболее приятный теплый цвет. Я, пожалуй, здесь остановлюсь вот где-то на значении, наверное, 50. И насыщенность я сделаю чуть поменьше. На значении где-то 25 можно остановиться. Также, друзья, если мы с вами обратимся к нижним ползункам, мы увидим здесь яркость. Это дополнительно можно сделать посветлее или потемнее светлые либо темные оттенки. В тенях то же самое есть. Вот также здесь есть ползунок яркость. Давайте сделаем чуть-чуть потемнее, добавим контрастности. И еще есть два ползунка у нас: смешение и баланс. И в какой бы вы здесь уровень не переходили, у вас всегда будут одни и те же два нижние ползунка. И можно, находясь либо в тенях, либо в средних участках, либо в цветах, всегда подрегулировать эти ползунки, которые дают нам балансировку. Ваша фотография перемещается либо в сторону холодных оттенков, либо в сторону теплых оттенков. Можно подобрать такой, скажем, более интересный баланс. И смешение нам дает, когда наши холодные оттенки с нашими теплыми ближе сталкиваются. Появляется более такой размытый градиент. Это глазами заметить практически невозможно. Но в процессе, когда вы будете к этому прибегать, вы увидите, что на некоторых фотографиях этот ползунок работает. В данном случае здесь не очень показательно. Все, друзья, затонировали фотографию. Давайте посмотрим. Было, стало. Кликаем «Готово».